вечером из Украины. Леночка, шла информация по поводу того, что Путин в Беларуси решил размещать ядерное оружие, а Китай сказал, что не надо размещать ядерное оружие. Скажи, пожалуйста, это с подачи Китая? Китай как бы там... Нет, как воспринял эту информацию Китай? Ну, либо же, я думаю, это Китай ему разрешил так делать. Китай ли это, да, разрешил? Да. Вот они как-то так, я хочу сказать, спокойно как-то это восприняли. Ну, так, может, они в курсе, может, они договорились. С подачи Китая. Да? Очень похоже на то. Ну, я же думаю, он бы против Китая бы не полез. А если полез бы, то... Так, хорошо. Что они хотят этим? Что это дает? Что это дает? Поднимают ставки. Что это дает? Арлекин играет свои, это Китай, понимаешь? Ну, правильно, играет свою игру, поднимает ставки. Для Запада, чтобы с Западом. Угу. Но они, получается, играют свою роль в данном случае для, как это сказать, то есть они за спиной России, да, получается, для того, чтобы еще больше увеличить значимость, да, ну, свою. То есть, получается, они же сейчас будут как-то, ну, типа... Если вы хотите, мы можем с Путиным договориться, чтобы он не размещал. Да, мы же партнеры, там это. Да. Ну, в принципе, только Китай с ним остался. Кто может с ним вообще поговорить? Ну, очень похоже, что они этим как бы, ну, Китай, они же как миротворцы себя, ну, оппозиционировали, да? Ну, не получилось, типа, ну, в этом плане. То есть Путин явно повернутый на Украине, и это уже понятно. То есть, значит, что они будут делать? Они будут играть миротворцы, типа, мирового масштаба, что они уберегут от ядерного этого. То есть так идут, что они привязаны. Они связаны, они в связке идет во всей этой истории. Конечно, мне и было интересно, потому что как бы, я так и подумал, что не может Путин пойти против Китая, потому что только, во-первых, договорились, поподписывали там кучу всего. И тут теперь, типа, Китай говорит, не надо. Нет, тут самое интересное, что Лукашенко бы, он же тоже китайцам ездил, Лукашенко. Ну да. То есть и что? Он тоже договорился со своими, деньги выпрашивал, и тут он размещает на своей территории. Да, хотя Китай говорит, что мы против, типа, так. ядерной этой. Ну хорошо, Лукашенко, цель твоя вот этого всего, да? Цель. Да, я думаю, марионетка они что пугают, скажет. они просто пугают. То есть они вообще, Ну хорошо, а разместят они оружие это или нет? Ядерное оружие, вот это тактическое, разместят в Беларуси? Нет? Нет. Не идет, нет. Блефуют, короче. Ну, поэтому америкосы сегодня сказали, по-моему, что они пока не видят там передвижения ядерного оружия или там... Ну так, это блеф, вот так вот, да. чтобы... Да, это блеф. То есть они, я не знаю, мне такая информация, что Китай в курсе, мне идет да. Хорошо, какие взаимоотношения Китая и России даже сейчас. Ой, попадали. Ну, боже, даже 3 такие карты выпали, даже 4. Капец, прям сами пробежали. Так, какие взаимоотношения? О, Господи. Они каждый играет свою роль. Эти обманывают, манипулируют. Кто эти? Китайцы? Они каждый. Все эти манипулируют, играют. Большая игра идет, короче, да? Да. То есть они играют на эмоциях. Ну, то есть дальше Луна, да, пугают. То есть это эмоции, это все. Это они все обманывают. Ну, то есть они друг на друга смотрят. Смотри, мужчина смотрит на другую. Видишь, на 2 женщины. Китай в данном случае 2 женщины. Это между Западом там и Россией. Ну, как я так считаю, да. Тут идут
дьявол, ну, то есть это соблазняет все, то есть это играют ставки, поднимают ставки, что накаляются страсти, Плюс все, страху нагоняют, типа, да, то есть страх нагоняет. И в итоге семерка жезлов, понимаешь, это как конкуренция, все тягают вот эту все вот, тянут на себя одеяло, да? ну да, получается, да, мешки вот эти, понимаешь, Мгм. они все больше, 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 то есть Мгм. это все они, Мне так, знаешь, нравится, когда такая большая игра, блин, у них там это, для них это как, типа, ну, как прикол такой, или это власть, это такие, люди страдают, там, это, а для них это что, типа, просто как игра, как интересно играть, так в чем интересно жить. смысл? Ты Да, хочешь посмотреть, в чем смысл этой игры? В чем смысл? Знаешь, что пошло? Тут вышел мужчина, меряется яйцами. Мгм. Ну, в чем смысл? Кто круче? Мгм. Мужик, и видишь, ноги расставил. Мгм. Вот. Видишь, кто на себя возьмет первенство, тяжелую ношу, кто будет первым в этом мире, понимаешь, у кого больше этих, кто возьмет на себя, ну, как эти, они же говорят, гегемонию, да, Ну, вот это атланты вообще, Атланты, по-моему, ну, да, так я же это тебя говорю, Атлант держит небо, типа, видишь, кто да. хочет первенства, вот в чем смысл, Мгм. перестроение мира, а кто круче. Мгм. Китай же давно поднимал эти, видишь, владеть всеми богатствами, Урожай. собирать урожай. Вот для чего. Большая игра, Мгм. мировое переустройство. Мгм. Всегда это решалось с помощью войны. Ну хорошо, но сейчас-то пока идет, скажем так, небольшая война, но все ж Первая мировая тоже так А сейчас начиналась. идет крупная война на территории Европы. Ну, Ну просто да. интересы схлестнулись всего мира. Просто опять же, как, ну вот, и поэтому может же это развиться до Третьей мировой, скажем, когда уже будет реально друг друга херачить. Потому что очень многие войны в Европе начинали, ну, заканчивались мировыми войнами. Но пока она идет нет. Мгм. То есть на пока она, ну, нет идет. Мгм. Ну, я думаю, может, им играть-то интересно там и все такое, но воевать, я думаю, они тоже понимают, что это, ну, как бы, блин, это все начнут друг с другом, ну, Все особенно атомные ядерные, державы, да, ядерные державы, это да. ж, ну, до первого запуска ракеты и все, и хана всем. Ну, пока не показано Третья мировая. Хорошо. Ну, или четвертая, как там Ну, правильно. кто как говорит, да, кто говорит третья, кто говорит четвертая. Ну, холодная, то есть холодная война началась, грубо говоря, да, вот между там Америкой и Ну, у Китаем. нас-то она идет горячая. Ну да, но но мировая, холодная мировая да, война. холодная мировая война идет, кто будет атлантом. Мгм. Кто будет держать все. Да. Мгм. Все-таки очень интересно, как Китай с США сейчас. А давай посмотрим, как Китай США. Да, он же поехал к Путину, съездил, и сейчас И интересно. отказался от разговора с Джо Байденом. И с Зеленским, по-моему, тоже. Си отказался от И с Зеленским и тоже, да? Зеленским, да. Ну, Китай и Китай с США. И холодная война у них идет на Китай и США. Так, США. США разочарованы очень Китаем. Ну, то есть именно идет, пытаются все понять. Не понимают все равно эти американцы, они не понимают до конца Китай. Не понимают. Почему они так поступают, да, типа? Да, ну, я имею в виду, что они не понимают Их логику. Да. Мы с вами, ну, мы торгуем, мы как бы, да, тут Да. вы зарабатываете у нас деньги. Они понимают, что сейчас происходит тоже судьбоносные идут все перемены, да. Китай очень хотят, они хотят быть главными, Китай. Они хотят быть, чтобы они были, вместо Америки. да, да. Ну, хера себе заявочки. Да. Поэтому они сейчас всю Азию под себя, понимаешь, то есть И Индию, Африка там. Африка, то есть они сейчас самые Да. развивающиеся, ну, как бы, экономики, да, ну, они под себя, и вот это ресурсы все, ну, то есть... Хорошо, Америка не понимает этого, что их хотят подвинуть? Она понимает, они понимают, что они сейчас, у них судьбоносные все идет, колесо фортуны. То есть Америка понимает, что меняется все, начинает меняться. Они Ну, хорошо, и они будут предпринимать, как бы, Конечно, защищать конечно, свое поэтому они думают. место под солнцем. Конечно. Они все прекрасно понимают. Просто они не понимают, не совсем понимают. То есть тут есть алогичные какие-то вещи, Поступки, понимаешь, да. Поэтому. Хорошо.
Спасибо, Леночка. Что принесет именно это столкновение. Между Америкой и Китаем? Да. Ну, то есть это напряжение, что принесет. Для кого? Для мира. Для мира? Ну, Да. давай. Что принесет? Потери принесет. То есть это, Никому не выгодно получается. скорее да? всего, какие-то вот эти хорошие союзы, которые были, они будут как-то разрушаться. Все будет перестраиваться. Например, союз торговый Америки с Китаем, да? Да, То есть он да, будет... оно будет перестраиваться. Идет перестроение. Да, будет очищение. Все будет чиститься, все будет меняться, все по-другому будет. Мгм. Сейчас еще ж понимаешь, сейчас еще Плутон вошел, да, в Водолея. Плутон это огромный, то есть Водолей это будущее, перестраиваться по-другому будет. Он сначала зайдет, потом вернется, да. То есть сначала как будут первые звоночки, потом вернется в старое, то есть пытается как-то будет сохранить вот этот еще рушащуюся конструкцию, а потом оно все равно все рухнет. А в России вообще начнется просто там все, там будет просто жесть. Перестройка будет глобальная, да? Да, да. Хорошо. И, ну, хотя бы не, эта вся перестройка, она может привести к реальной там ядерному там конфликту или горячей, ну, давай, не знаю, спросим. Давай, будет ли ядерная... Мир нет, нет. Не? Ну, потому что ядерное это же... Нет. Нет? Нет. Это же всем хана. То есть тут уже как бы не поиграешь потом уже ни с кем. И никто не будет никакие плоды собирать. Что дает риторика России? Давай, что дает вот эта ядерная риторика России? Тут уже карты повыпадали, даже могу уже сразу сказать, что тут дает. Вот эти все, ну вот этот выбор, весь риторика вот эта, да, ну я говорю, тут все серьезные разговоры по поводу, что они пугают, да, ну выбор в этом. Они хотят, чтобы делали то, что хотят они. Подчинить, чтобы все под их марионетку все плясали, понимаешь? Что они думают, что они тут вершители судеб. Справедливость. Вот, да. Понимаешь, что они хотят? Что они хотят подчинить всех и сделать, чтобы они делали все, что они хотят. Вот, карты сами выпали, это я даже не вытягивала их. Ну, да. Ну, блин, с такими ресурсами, с такой армией, которая у него есть, и пытаться всех подчинить, ну, как-то, ну, это не глупо. Они хотят сделать, они хотят, чтобы плясали под ихнюю дудку. И поэтому, чтобы их услышали. Типа, и поэтому ядерное оружие и все Конечно. такое Это риторика, они повышают ставки и значимость. Да, Что да. если вы с нами не будете разговаривать, мы можем, типа, там... Вы не хотели нас слушать, послушайте это. Ну да, как он Это так. же не всегда так. Угу. Смотри, если все как будет развиваться, да, мы же смотрим гипотетически, если Китай будет для Украины, это будет нехорошо. Если Китай что будет? Ну, если вытянет этот... Если Китай будет первым, если Китай станет атлантом... Если, мы же спрашиваем, если все перестроится, Да, как да. это, понимаешь? Если кто вытянет эту... Если это Китай, то нам будет нехорошо. Ну, понятно, потому что если Китай, то и Россия, то нам жопа получается. Ну, я хочу сказать, что Китай не вытянет эту ветку. Ну, да. Ты же спросил, если, получается, поменяется. Ну, да. Поменяется ли оно? Ну, ты же видишь, будет рушиться. На что это имеешь в Ну, виду? так будут рушиться, меняться союзы. Ну, и а мир, какие переустройство новые... мира будет. А новые союзы будут создаваться. Ну да. Хорошо, Китай, да, первую ветку возьмет? Нет. То есть Китай не возьмет. Верх не возьмет Китай. Нет, нет. Америка останется. Да, Америка останется. Америка Лидером. десятка, да. Десятка пентаклей. Америка останется лидером. И для нас это будет хорошо. Да. Хорошо, спасибо, Леночка. Будем знать, готовиться к переустройству мира. Наш прогноз по поводу того, что Си Цзиньпинь был в России, все, что и шла информация, она полностью подтвердилась. То есть Россия оружие не получит, а Китай получил все, что хотел. Хорошо, спасибо. Все, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Пишите в комментариях ваши вопросы, будем на них отвечать в следующих видео. Спасибо, пока.